Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре очередные шипы фирмы доктора Небауэра Diamond. Это средние шипы. Они очень интересны тем, что производитель заявляет, что они мягкие. То есть сами шипы мягкие, не изобретение какой-то новой губки, там, тензорной, разных видов, а именно сам шип мягкий. Поиграв и потестировал их, вы знаете, я скажу, что действительно как-то вот необычные они. Я не скажу, как бы недооцененные, но очень любопытные. И на примере этого видео, моей игры, Сергей как раз поможет, вы увидите очень широчайшие возможности этих шипов. Будем тестировать на основании Special от фирмы Dr. Nibauer. Справа мы поставим в толщине 1,5, справа я буду крутить. Это черные, черного цвета, скорость Off. Здесь же скорость получается All+, и в толщине 2,1. Вот так я сделал таким вот образом. И это интересно проверить, Сергей, что если на Off 2,1, то есть более быстрее, и что происходит с толщиной 1,5. Первое, что мы попробуем, это игра в подрезку и короткая игра. И уже здесь открывается очень широкий спектр этих шипов. Смотрим. Обычно ничего не говорю про короткую игру и подрезки, когда мы обозреваем шипы, но здесь мне интересно понравилась именно легкость, которую вы давали мне коротко, то есть короткая игра. Да, это огромное достоинство этих шипов. Получается, они имеют сцеп, но в то же время за счет вот этой мягкости мяч погружается, и можно его оставить и, такое выберу слово, нивелировать вращение приходящего мяча. И поэтому мы в конце, когда играли подрезку, показали, что подачу плоскую, боковые можно ставить коротко, соперник в ответ доставит коротко, и вы уже можете или продолжить, или отдать длинно. И я в данном моменте я показывал, что можно поскидывать, и, соответственно, у кого хороший этот элемент, то это будет просто находка. Вы оставили коротко, то, соответственно, сразу можете начать атаку по короткому мячу. Чуть дальше мы посмотрим начало по подрезке, а сейчас мы поиграем накаты, плоскую игру и удары. И проверим, так ли противно летит мяч после этих шипов. Смотрим. Я обратил внимание, что шипы вроде одинаковые, а эффект от них разный. Как так происходит? Действительно, получается так, Сергей, что в этой линейке шипов Diamond, чем тоньше губка, тем мяч летит более сложнее, противней, и тем легче там укорачивать и играть там блоком, переводить, А если для агрессивных таких ударов подбивать мяч, то безусловно лучше выбирать толщину 1,8, 2,1. Поэтому, когда я играл красными, мы играли в скорость, мне удобно бить, противно было, да. Но черными, да, действительно, черными это 1,5. При пробивании мяч садится, ныряет, а представьте, если 1,2, то еще будет больше. Но, правда, будет немножечко и сложнее атаковать. Потребуется более технический уровень, чтобы атаковать по более низким мячам и попадать. Сейчас как раз продемонстрируем начало по подрезке. Разработчик говорит, что это одно из достоинств этих шипов, и я с ним полностью соглашусь. Очень такое плотное начало, особенно в толщине 1,8, 2,1, мяч летит довольно быстро, и сейчас мы это продемонстрируем. Начало по подрезке. Смотрим. Кстати, я заметил, что тут уже не такое большое отличие между черной и красной в начале подрезки. Для меня, по крайней мере, мяч летел довольно-таки похоже. Похоже, Сергей, но в то же время отличается. При начале в толщине 2,1 мяч приобретает определенный импульс, сильнее крутится, и поэтому иногда наскакивает на соперника, когда попадаешь особенно в глубину стола. То есть это проявляется в игре на счет, когда я начинаю, и раз соперник не ожидает такого. При начале в толщине 1,2, 1,5 удобно начинать. Безусловно, по этому видео моя техника позволяет более плотно начинать слева, чем справа. Но при должной тренировке, естественно, справа можно также плотно делать, как я делал слева некоторые удары. И, соответственно, в толщине 1,5 тут очень, больше добавлять ускорение руки и так далее. Но мяч тоже довольно контрольно ложится,
действительно вот смогли сделать, знаешь, начало по подрезке. Поэтому у кого проблемы при начале по подрезке шипом, вот я советую Диамант, попробуйте, и вы решите этот вопрос, потому что остальные аспекты довольно хороши. Остальные аспекты как раз мы сейчас и посмотрим. Это блоки и контур удара справа, слева, ну потому что весь мир играет в основном топ-спинами, так всех. Поэтому мы сейчас посмотрим, как эти топ-спины нейтрализовать. Насколько комфортно было играть в приеме? Потому что доктор Лемар пишет, что чуть ли не как вообще, как рукой. Самое интересное – это найти правильную технику. Я не смотрел видео доктора Небауэра, но я считаю, что правильно синтезировал именно блоки этими шипами. Надо просто направлять ракетку вперед, не сильно обращать внимание на угол, потому что это мешает. Тут просто вперед и стараться дотрагиваться, бить чуть верхнюю часть мяча. Возникает очень хороший контроль. Сергей вращал, я мог управлять, направлять куда угодно. Безусловно, при контрударах нужно определенное техническое мастерство. Вот, поэтому работа ног, да, выход. Поэтому, естественно, уделяйте этому внимание и справа, и слева. Сказать, что по блокам, безусловно, блоки садятся и более, что ли, неприятнее от толщины 1,5. В то же время легче блоковать тоже в толщине 1,5. Ну, просто подставляешь, направляешь, все-таки, ну, оно больше поглощает это вращение. 1,2, потому что это все-таки скорость и определенная агрессия. Ну, надо внимательно отслеживать и вращение, и соперника, но в то же время вы за это получаете быстрые, молниеносные такие контратаки, если уделите этому внимание. Ну что, сейчас мы поиграем различные розыгрыши, ну и переходим к выводам. Долго мы играли розыгрыши, на счет, признаюсь, я проиграл. Сергей, как думаешь, что было необычное или вот в игре тебе досаждало именно в плане шипов? Ну, мне вообще как понравилось. Мне понравилась это та универсальность этой накладки, что вы можете и загнанный вдруг начать играть в защите, и вот эти хорошая короткая игра, скидки, прием подач. То есть это именно, мне кажется, что ключевое слово в лозунге этой накладки — это универсальность. Отмечу также скорость этой накладки. Я отнесу ее к скорости OFF, ну, даже на определенных основаниях, там, вот, там, оффовских, даже, наверное, OFF плюс, если в толщине там 2,1. То есть универсальность состоит в том, что ты можешь играть, ну, в современную, допустим, игру, бороться за инициативу. Короткая подача, короткий выход, скидки, плотное начало по подрезке с контр-игрой. Так и можно выбрать более спокойный стиль переводов, блоков, отдавать. Неудобные все-таки срезки, еле вылетающие, и соперник начинает мягко. И здесь ключевые моменты: по восходящему мячу вперед направлять. Именно первый топс, не забывайте, в розыгрышах очень важен. Перевести его, надавить и дальше втянуть соперника в такую игру. Также я обратил внимание, что действительно, ну, проиграл позицию, соперник выходит на мощный топ-спин, но простым блоком, особенно вот в толщине 1,5, я там просто подставляю, мяч ныряет и выравнивает позицию, то я сразу и выиграю. Хотя вроде бы атака была у соперника. То есть можно сделать вывод, что если вы хотите играть более пассивный, контрольный теннис, более разрушительный, как пишет доктор Небауэр, то есть с этими неприятными эффектами, то выбираем более тонкую накладку, а если более современный, агрессивный, то более тонкую. Ну, можно и так сказать, да, потому что 1,2 и 1,5, ну, мяч будет садиться, замедляться, вот, а такую, как бы, ну, если есть удары, у вас плотное начало позволяет, то я, да, посоветовал даже 1,8, 2,1. Вообще, Сергей, я как бы размышлял тоже, вот, диаманты, когда я только, ну, получил эту накладку в руки, я думал, наверное, в виде, ну, диамант сам, вот он тут нарисован, шипы, наверное, такой формы, и поэтому пришло такое вот название. Но шипы оказались цилиндрической формы, как обычно, и поэтому я считаю, что, вероятно, вот это название пришло диамант за тот вот контроль и те возможности, что дает эта накладка. Ну, не часто встретишь накладки, ну, средние шипы с таким контролем и с такими возможностями. Плотные начала, контр-игра, переводы, игра на абсолютно разных основаниях. И я думаю, она заиграет и не только на таких вот оверсайзах, но и на толщинах 5,8 и 6 миллиметров таких.
Вы знаете, было бы неплохо подарить девушке такой диамант. Ну да, ну а если она играет гладкими Сергей? До новых встреч, уважаемые любители настольного тенниса. С вами были Максим Черепнин. И Сергей Баранов. Увидимся.